Привет, дорогие друзья! И вот мы уже практически закончили наш весенний букет, и нам осталось сделать только зелень. Я сегодня покажу, как сделать вот такую импровизированную веточку листьев зеленых. Веточки чем-то напоминают древесные, но они зеленые. Потом мы их еще дополнительно окрасим. Сейчас они еще не окрашенные, но в конце видео я покажу, как окрасить. Из чего состоит веточка? Здесь все очень просто. Здесь нужно 8 или 9 одинаковых листочков, не крупных. Я решила выбрать именно такие листья. Можно ее гнуть, как захочется потом. Будем оформлять букет с помощью таких красивых листьев. То есть здесь только листья 8 или 9 штук. В основном у меня по 8 листочков на веточке. Я хочу попробовать показать вам ее получше. Вот, и стебель. Все листья гнутся, можно в любую сторону их загибать. Листья у нас со стебельками небольшими. Вот такую веточку мы с вами сделаем в этом видео. Очень нежная, красивая зелень. В конце видео я уже вам покажу их более подробно вблизи, когда мы их потонируем. И сейчас, что нам понадобится для создания вот такой красивой зелени? Здесь минимальный набор инструментов. Вайнер используйте любой для листьев, какой вам больше нравится. Каттеры для листьев точно так же можете использовать те, которые вам нравятся больше. Я для себя выбрала не крупный размер каттера листа. Это Flower Portrait от Ольги Щербаковой. Это каттеры для ореха. Набор для ореха. Можно использовать точно такой же вайнер, но я решила вайнер использовать другой, поэтому самый маленький каттер для листьев ореха я выбрала. Ссылку на магазин я оставлю под видео. А вайнер я решила использовать фирмы Авели для шиповника, для листьев шиповника. И мы будем использовать вот эту часть, которая крупная. Вайнер у меня двойной. Маленький листочек можно делать, можно побольше. Вот таким образом. Дальше проволока. Проволока понадобится номер 26 для того, чтобы сделать вот эти листочки, укрепить их проволокой. И для общего стебля вот эту часть мы сделаем на проволоке 20, номер 20. Эту проволоку мы будем разрезать на две части, потому что вся длина, такая большая, нам не пригодится. Далее вам понадобится клей, либо латексный, либо ПВА, если вы работаете с ПВА. Еще вам понадобятся ножницы, тейп-лента, любая удобная. У меня тейп-лента узкая, мне с ней сегодня будет работать удобнее. Далее вам понадобится какая-то губка, чтобы вставлять туда проволоки с листьями на просушку. Плоский какой-то пластиковый нож, острый предмет, чтобы с пленки снимать листья. Понадобится пленка для пастомашины и сама машина. Глина, с которой мы будем работать, это Modern Clay. Сейчас я вам ее покажу. Это будет холодный фарфор Modern Clay в зеленой упаковке. И я смешиваю с Modena Soft в пропорции 3 к 1. То есть 3 части будет глины Modern Clay и 1 часть Modena Soft. Смешайте глины столько, сколько вы хотите в итоге сделать зелени. Итак, у меня уже глина окрашенная. Я не буду показывать процесс окрашивания. В этом нет уже никакой необходимости. Те, кто смотрел мои предыдущие видео, и так уже все это знают. Если кто-то не знает, как окрашивать
глину, можете в моих предыдущих видео посмотреть. И глину, смесь глин Modern Clay и Modena Soft в пропорции 3 к 1 я окрашивала с помощью зеленой травяной масляной краски, цвет зеленая травяная, и немного желтого цвета, желтой масляной краски. Все это интенсивно вы перемешиваете. И из этой же глины мы будем лепить и листья, и впоследствии из этой же глины будем делать стебли. Еще может понадобиться зажигалка для того, чтобы обжигать стебли, но это в том случае, если вы хотите сделать именно вот такие стебли, похожие на кору. Можете делать просто гладкие стебли. Ну, мне захотелось обжигать, чтобы была такая имитация коры. И я еще покрашу стебли. В конце видео потонирую, покажу, что получится. Вот. И теперь еще вам понадобится для сглаживания швов и стыков силиконовая кисть и вода. В общем-то, это все материалы и инструменты, которые нам пригодятся. И если я про что-то забыла сказать, то по ходу видео я вспомню и обязательно скажу. А сейчас давайте в пленке раскатаем глину на толщине номер 6. У меня паста-машина с 9 делениями, и я буду раскатывать на 6-м делении. Если у вас другая паста-машина, то ориентируйтесь на толщину своей паста-машины. Вот у меня это будет деление номер 6. Все листья на этих ветках абсолютно одинаковые, поэтому я покажу только, как сделать один лист. Все остальные листья у меня заготовлены уже, поэтому я покажу, как один листок сделать. Напоминаю, что для каждой такой веточки я использовала 8 листьев. Можно использовать 9, ну сколько хотите. Ну, я думаю, что здесь оптимально 8 штук. Вырезаем листья, сколько вам нужно, остальное убираем. Теперь нарежем проволоку. Для листьев нам нужна будет проволока номер 26. Нарежьте ее на отрезки около 6-7 сантиметров для удобства. Можно даже около 8 сантиметров. Ну, вот. Я возьму вот такой отрезок. Сделайте столько отрезков, сколько у вас будет листьев. И я сразу заготовлю проволоку номер 20. Мне нужна только половина длины. Поэтому примерно отмеряем половину. И отрезаем. Оставшуюся просто убираем. Итак, под пленкой листочек можно обработать по краям, чтобы сделать края более аккуратные и тонкие. Сложной обработки здесь не будет. Теперь мы снимаем лист с пленки и дадим ему подсохнуть 1 минуту. Когда листок немного заветрился, сделаем оттиск в вайнере. Укладываем листок в вайнер, чтобы центральные прожилки совпадали четко с центром листа. Накрываем второй половинкой, прижимаем. Напоминаю, что это вайнер для листа шиповника от Авели. Снимаем листок. Теперь нам нужен клей. У меня латексный клей. Мы сделаем армирование листка с техникой простого защипа. Для этого кончик проволоки мы смазываем клеем. Не слишком густо, чтобы лишний клей у нас нигде не торчал в прожилках листа.
И теперь обратите внимание. Мы вкладываем проволоку в центральную вот эту прожилку и стягиваем проволоку оттуда, чтобы клей остался в прожилке. Вот таким образом. Излишки клея можно убрать. Теперь мы проволоку вкладываем снова в прожилку, немного ее утапливаем. И с обратной стороны аккуратно пальцами делаем защип, пряча проволоку внутрь листка. Сзади у вас получается толстая прожилка. С лицевой стороны все хорошо, аккуратно закрыто. И теперь можно сформировать листок окончательно, придав ему нужную форму. Например, вот так. Итак, теперь нужно сделать здесь небольшой стебель длиной около сантиметра. Для этого возьмем очень маленький кусочек глины, совсем небольшой. Смажем клеем место под листком. Так, немного клея даже нужно нанести на основание листка, потому что сюда глина тоже ляжет. И теперь вот таким образом наносим глину, так, чтобы немного заходила глина на основание листка. Видно, да? И просто обнимаем проволоку и формируем вот такой стебель. Излишки убираем. Разравниваем, аккуратно прикатываем глину к проволоке. И вот эти места, где у нас сформировались вот эти стыки, с помощью силиконовой кисти и воды, кисть мочим в воде и вот таким образом заглаживаем этот стык. Так. Пальцем заглаживаем, чтобы все было слитно, ровно. И теперь с лицевой стороны, расположив стебель между пальцев, этой же силиконовой кистью можно сделать небольшую прожилку вдоль стебля. Таким образом у нас будет лист и стебель казаться слитными. Как будто из центральной прожилки выходит прожилка в стебель тоже. Вот так немножко защипнуть. Вот что у вас в итоге получится. Вот таким образом. И вот таких листьев мы делаем столько, сколько мы вообще хотим видеть их в букете. Вот таких веток с листьями у меня получается 8. И вместе с вами я еще сделаю 9. Может быть, даже они все не пригодятся для букета. Но я, как говорила уже когда-то, что я всегда стараюсь делать все с запасом. И, как правило, у меня все потом вмещается в букет. То есть достаточно объемные получаются букеты, несмотря на то, что емкость не очень большая. Я, кстати, сейчас еще раз покажу вам емкость, какая у меня будет использоваться. Это будет большая объемная кружка. Вот, сейчас я вам ее покажу. Уже заполнена монтажной пеной. Вот такая кружка у меня мятно-бирюзового оттенка. У меня искажается на видео, конечно, оттенок. Она больше похожа на голубую, но на самом деле она скорее мятно-бирюзовая такая.
красивый оттенок. Вот объемная, видите, да, что вот достаточно большая. Цветов у нас для букета слеплено тоже много. И когда будем собирать букет, будем стараться все эти цветы вместить вот в эту кружку. Букет будет в кружке. Так, попробую у окна показать оттенок. Нет, все равно искажается цвет, поэтому прошу прощения. Теперь немного листья нужно потонировать. Я для этого использую травяную масляную краску, ту же самую, которую добавляла в глину. Но в глину я еще добавляла желтую. Напоминаю про это. Обратную сторону листка мы будем окрашивать белилами цинковыми. Масляная краска, цинковое белило. Ну, совсем небольшое количество нужно краски. Разбавитель мы здесь никакой использовать не будем. Берем кисточку для белой краски. Наносим немного белил на кисть. И на обратной стороне листочка распределяем эту краску. Втираем ее в листок. Так, чтобы краска легла во все прожилки, выделяя их. Вот и все. Это с обратной стороны. А с лицевой стороны мы просто немного добавим оттенка более насыщенного с помощью зеленой краски. Тоже не слишком насыщенно, ну, чтобы листочек был немного поярче. Сложной тонировки здесь никакой нет. Вот и все. Так мы окрашиваем все листья. Вот таким образом. И когда мы будем тонировать готовую ветку, вот эту центральную прожилку мы немножко еще пройдемся красной краской, чтобы они были более яркие. Теперь можно приступать к сборке ветки. Теперь мы собираем ветку. Для этого нам нужно взять отрезок тейп-ленты. Эту тейп-ленту я тоже покупала в магазине Авели. Она очень качественная и очень хорошо растягивается. То есть ее свойства клейкие, потрясающие. Видно, да, насколько, как она сильно растягивается. Вот у вас, допустим, вот такой отрезок. И вот как он в 2 раза почти растягивается. Она очень клейкая. Качество у нее очень хорошее, мне нравится. Там есть разные оттенки. Вот, можете выбрать для себя необходимый. Берем первый листок. Закрепляем тейп-ленту под стеблем. Закрепляем на пару оборотов. И присоединяем второй листок. Почему я говорила делать стебли, вот эти проволоки, подлиннее? Для того, чтобы можно было первую часть, верхушку ветки делать потоньше, только благодаря вот этим стеблям. То есть мы 20-ю проволоку сразу мы не присоединяем, мы это будем делать позже. И тогда не будет видно никакого перехода по толщине стебля. Закрепляем первые 2 листка. Тейп-ленту немного проматываем вниз. И вот здесь небольшую часть стебля нужно обкатать глиной. Возьмем небольшой кусочек.
Здесь нужно смазать клеем. Для того, чтобы все надежно и хорошо держалось. Ну, пусть это будет где-то пара сантиметров. Пара сантиметров стебля обкатана будет глиной. Прижимаем хорошо глину к стеблю и распределяем. Вот таким образом. Здесь можно снова использовать силиконовую кисть и воду для того, чтобы загладить здесь стык. Приглаживаем вот эту глину к стеблям листьев, чтобы не было видно перехода. Можно также это делать пальцем. И теперь, если вы хотите оставлять просто гладкий стебель, то не используйте зажигалку. Я все-таки хочу сделать имитацию такой коры. Не очень ярко выраженную, но тем не менее, чтобы это была зеленоватая такая кора. Для этого мы интенсивно смачиваем. И напоминаю, что если вы работаете с зажигалкой, если вы глину обжигаете, то обязательно делайте это, используя средства индивидуальной защиты, например, респиратор, и обязательно проветривайте помещение. При закрытых окнах делать этого нельзя, потому как это может быть токсично. Теперь берем зажигалку и немного обжигаем стебель до появления характерных пупырышек. Обратите внимание. Вот так. Слишком долго огонь на глине держать нельзя, чтобы она не сожглась, не обуглилась и не испортилась. Поэтому здесь огнем обрабатываем очень-очень быстро. Теперь присоединяем еще 2 листочка. Закрепляем все прочно на тейп-ленту. И здесь, смотрите, аналогично. Небольшую часть обкатываем глиной, замываем стыки, обрабатываем зажигалкой. И дальше мы снова будем присоединять листья. Я уже не буду показывать этот процесс, я покажу потом, как мы будем уже продлять стебель с помощью проволоки 20. Вот здесь я присоединила еще 2 листка. Тейп-ленту немного прокручиваем вниз. И здесь же присоединяем проволоку номер 20 для того, чтобы продлить стебель и сделать его более прочным. Вот таким образом прикладываем проволоку и закрепляем как следует на несколько оборотов на тейп-ленту. Так, нам осталось сделать еще 2 листочка, поэтому снова здесь вот эту небольшую часть обкатываем
глиной, обрабатываем водой, обжигаем и еще 2 листочка. И дальше просто доделываем стебель до конца и обжигаем. Я уже сейчас вам только покажу в готовом варианте, как это получится. Я думаю, что техника вам уже понятна. В предыдущем видео, где мы делали ветки молодой листвы, там такая же абсолютно была техника. Ничего сложного. И покажу, как потонировать стебель. Так, для того, чтобы потонировать веточку, вот что у нас в итоге получается. Разные веточки такие. Ну как разные, они одинаковые, но за счет того, что это все-таки ручная работа, они получаются более-менее разные. Вот такая у меня целая охапка. И нам надо сейчас их все потонировать. Я вот на примере одной вам покажу. Так, сейчас я краску открою. Я немного разбавителя налила вот сюда в крышечку, чтобы краску было удобнее разбавлять. Разбавитель у меня на основе супер очищенного White Spirit, то есть слабо пахнущий. Я его покупала в магазине «Школа лепки Татьянка». Не знаю сейчас, есть ли он там в наличии или нет. Сейчас вообще будет, наверное, проблематично где-то что-то с наличием каких-то творческих товаров, необходимых из-за последних сложившихся ситуаций в мире. Не знаю, как мы будем теперь приобретать свои привычные товары. Вот, так что вот, берем красную краску масляную. Это краплак красный прочный. И теперь небольшое количество краски перенесем вот так в разбавитель. И как следует вот так сделаем краску красную, очень жидкую, чтобы она была вот жидкая-жидкая. И вот такой жидкой краской, кисточку вытру, жидкой краской будем наносить на стебель краситель. И смотрите, мы немножко задеваем вот эту обратную сторону листочков, чтобы немного выделить эту прожилку с обратной стороны, да? Вот таким образом. Сзади так вот по листочкам мы проходимся вот так, чтобы краска не текла с кисточки, то есть чтобы ее там все-таки было не слишком много. Вот выделяем эти прожилки. Вот так. Веточка станет более нарядная, более реалистичная. И теперь просто вот эти стебли древесный, который стебель обожженный, мы проходимся. Листья можно так растопырить в разные стороны, чтобы не мешались. И просто окрашиваем. Если где-то слишком много вы сделали краски и стебель, допустим, стал слишком красный, возьмите просто кисточку чистую, окуните в разбавитель и снимите излишки краски. Здесь все просто. Ничего сложного нет. Когда красная краска ложится по зеленому оттенку, у нас получается имитация коры, как будто красного дерева. То есть красный с зеленым вперемешку дает коричневый оттенок, но здесь красно-коричневый. Очень красивый цвет получается. И сейчас вы увидите, я покажу вблизи. Вот так мы окрасили довольно-таки быстро весь этот стебель. Очень красиво, она сохнет моментально. Поэтому после того, как вы слепили все веточки, пусть они просохнут сутки уже вместе с тонировкой, и на следующий день уже можно будет собирать букет. Поэтому я думаю, что завтра я уже сниму и выложу сборку букета. Можно немного вот так салфеткой подтереть излишки. И теперь я покажу вам, что у нас в общей сложности получается. Покажу сейчас на свет. Все это гнется, все это очень красиво. Давайте,
свету поднесу. Вот сюда. Вот у нас получается вот такая тонированная веточка. Все вот эти обожженные места выделились краской, и теперь это стало не отличить от живой ветки с корой. Это еще не коричневая кора, а такая, то есть не самая такая толстая, а такая тоненькая, зеленовато-красноватая кора. Получается очень изящная, красивая веточка для весеннего букета. Листочки все моделируются. Располагайте их так, как вам хочется. Я благодарю всех за просмотр и за участие в моем весеннем курсе. Надеюсь, мне удалось вдохновить вас на творчество, поднять ваше настроение, чему-то вас полезному научить. Я хочу сообщить то, что сейчас, после того, как мы соберем этот букет в ближайшее время, я сделаю небольшой перерыв. И сейчас мне нужно будет реализовать еще свой один проект. Я хочу сделать платный видеокурс. Бесплатных видео у меня уже достаточно много, поэтому с удовольствием ими пользуйтесь. Я никуда не буду их убирать. И также в различных соцсетях я буду эти видео дублировать. Если вдруг какие-то у нас будут накладки с YouTube, я есть в Яндекс.Дзене, есть ВКонтакте. Также я буду дублировать видео на своем канале в Одноклассниках. Все ссылки чуть позже я размещу. Здесь проинформирую вас на YouTube во вкладке сообщества. Наверное, все это сделаю, эту информацию. Вот. И сейчас, то есть я удалюсь на некоторое время. Не буду пока выкладывать видео. Временный беру такой перерыв. Повторюсь, да, что буду снимать платный курс. У меня есть один небольшой платный видеокурс. Он у меня ВКонтакте. Можете пройти ко мне туда ВКонтакте. Там у меня курс называется «Цветы Прованса». Очень красивые уроки подробные. Очень красивый видеокурс, полезный. Вот, и сейчас я буду снимать еще один платный курс, поэтому не теряйте меня, я обязательно вернусь. Вот. Спасибо всем за видео. Нам осталась только сборка этого весеннего букета. Всех жду на сборку. Всех люблю. Пока-пока.